Всем привет! Друзья мои, мира вам и крепкого здоровья! Сегодня у меня рыба с овощами. Рыба получается очень нежная, со сливочным вкусом. На самом деле готовить можно из любой рыбы, но я сегодня готовлю из хека. Посмотрите, очень нежное мясо рыбы, много овощей, не требуется гарнира. Поехали готовить! Подготовим рыбку. Вот здесь у меня 600 грамм свежемороженой рыбы. Это хек. Бюджетная и достаточно вкусная рыба. Рыбу промыла. В замороженном виде порезала на порционные кусочки. Так легче резать. Отрезала плавники, черные пленки и другие рыбные ненужные запчасти. Все хорошо промыла, вода стекает, не сушу никакими бумажными салфетками. Кроме этого мне понадобится 300 грамм репчатого лука. Я его порезала на четверть кольца. 150 грамм моркови натерла на крупной терке. Также понадобится 60 грамм сливочного масла и 60 грамм растительного масла. 150 миллилитров томатного сока. Как видите, я часто использую свой томатный сок. На канале есть рецепт. А можно развести 1 столовую ложку томатной пасты в 150 миллилитрах воды. Из специй по пол чайной ложки кориандра, паприки, черного молотого перца и чеснока сухого. Чайная ложка без верха соли, примерно 10 грамм. Еще понадобится 2-3 столовые ложки муки. Перекладываю рыбу в емкость побольше. Добавляю буквально 2 грамма соли. Остальную соль рыба возьмет из овощей. На это количество рыбы мне понадобилось 3 столовые ложки муки. Присыпаю, встряхиваю и обязательно каждый кусочек должен быть покрыт мукой. Буду обжаривать рыбу. В сковородку добавляю 30 миллилитров растительного масла. Это примерно 3-4 столовые ложки. Выкладываю 30 грамм сливочного масла. Друзья мои, добавляя сливочное масло, вы частично избавитесь от присутствующего в морской рыбе запаха. Кроме того, соединяясь на сковороде, сливочное и растительное масло не горят. Выкладываю рыбу в один слой. Обжаривать буду рыбу на огне ниже среднего с каждой стороны по 5 минут. Как только рыба зарумянилась с одной стороны, переворачиваю и с другой стороны также обжариваю 5 минут. Рыбу не жарим до готовности. Зарумянившиеся кусочки перекладываю в форму для запекания, плотно укладывая одним слоем. А сейчас займемся овощами. В сковороду выливаю 30 мл растительного масла и выкладываю 30 грамм сливочного. Добавляю 300 грамм лука и обжариваю его на среднем огне до слегка золотистого цвета. К луку добавлю морковь, перемешаю и буду обжаривать в течение 2 минут до смягчения моркови и уменьшения ее в объеме. Все это займет 2 минуты. А дальше добавляю томатный сок и все специи, перемешаю и буду тушить в течение 3-4 минут на медленном огне. После чего в самом конце добавлю зелень и перемешаю. Получившуюся овощную смесь высыпаю сверху на рыбу, разравниваю, прикрываю фольгой и отправлю в духовку, разогретую до 190 градусов на 25 минут. Рыба готова. Торжественный момент. Посмотрите, еще горячая, еще кипит, а запах космос. При желании присыпьте сверху зеленью. Все, друзья мои. Сейчас я ее остужу и покажу, какая рыбка внутри. А вы не забывайте подписываться на наш с Петровичем канал. Пока-пока.